Здравствуйте, друзья! Не покупайте хлеб в магазине. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор Денисенко Людмила Эдуардовна, врач-диетолог. Мы с детства запомнили, что хлеб всему голова. И действительно, на Руси хлеб почитался как самое дорогое. О нем сочиняли песни и сказания. И до сих пор хлебом с солью встречают дорогих гостей и молодоженов во время свадьбы. Буханку хлеба кладут на гроб уходящего в мир иной. Увы, современный хлеб совсем не тот, что ели наши предки. И это не брюзжание, мол, в нашей молодости и небо было голубее, и солнце теплее. Очень многие факторы испортили наш хлеб. И в первую очередь, как ни странно, научно-технический прогресс. Это именно мичуринцы, пытаясь бороться с проблемой голода многих миллионов землян, вывели новые сорта пшеницы с улучшенными качествами. Я не напрасно использую это слово в кавычках. В самом деле, польза от селекции и генной инженерии палка о двух концах. С одной стороны, выведенные еще в 60-е годы прошлого века, тогда о генной инженерии толком еще не знали, мутантные карликовые сорта пшеницы позволили ускорить ее вызревание и добиваться высоких урожаев. А с другой, стали одной из причин резкого роста ожирений и сердечно-сосудистых заболеваний у населения планеты. Тут еще свою пагубную роль сыграли рекомендации по питанию, в частности составленная еще в 70-е годы прошлого века пищевая пирамида со злаковыми и хлебом у основания. И так не хочется верить, что именно вот эта современная пшеница повышает уровень глюкозы крови больше, чем обычный сахар. Все потому, что зерно – это просто крахмал, состоящий из цепочек молекул сахара. И нашему организму все равно, что мы съели. Сахар, крахмал, а еще хуже крахмал и сахар вместе. Уровень сахара в крови повысится. А если вы едите в основном подобные продукты, ждите нарушения углеводного и жирового обмена, а со временем и сахарный диабет второго типа. Многочисленные исследования показывают, что исключение пшеницы из рациона могут стать отличной профилактикой ревматического артрита, рака кишечника, кислотного рефлюкса, синдрома раздраженного кишечника, инсульта и катаракты. Но не та уже пшеница и потому, что новые сорта содержат в разы больше глютена, клейковины, чем те, что культивировались еще 50 лет назад. Клейковина – это сложный белок, который делает тесто эластичным и влияет на скорость его подъема при выпечке. Но кроме этих полезных качеств, он имеет и выраженные отрицательные свойства для нашего кишечника. Липкий глютен мешает усваивать питательные вещества, ворсинки кишечника разглаживаются, и плохо переваренная пища превращается в пастообразное вещество, которое раздражает слизистую оболочку тонкого кишечника. И начинаются проблемы, которые редко кто связывает с хлебом. Боли в кишечнике, запоры или наоборот поносы, беспричинная усталость, проблема с кожей, сухость или жирная сиборея, мигрени, раздражительность. Кроме этого, повышенное содержание в пшенице серосодержащих аминокислот провоцирует выработку серной кислоты, что становится причиной вымывания полезных минералов из костной ткани. Походы к врачам не приносят результатов, потому что мало кто из докторов сразу заподозрит целиакию, а тем более скрытую непереносимость глютена. Увы, целиакия – это уже крайнее проявление глютеновой энтеропатии, а скрытая ее непереносимость встречается в последние годы все чаще. Дэвид Перлмутер, член Американской коллегии питания, невролог первой категории, получивший множество профессиональных наград за исследования в области неврологии, в своей книге «Еда и мозг» утверждает, что по результатам исследований самый опасный белок для мозга именно глютен, который наряду с глюкозой вызывает в организме воспаленное состояние мозга, о котором мы даже не подозреваем, так как в клетках мозга нет нервных окончаний. Неконтролируемое воспаление приводит к потере памяти, повышает риск развития неврологических заболеваний, вплоть до развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. А ведь большинство из нас даже не догадываются, что страдают от чувствительности к глютену. Одними из верных признаков пагубного влияния глютена на организм являются беспричинные головные боли, чаще мигрени подобные, снижение настроения вплоть до депрессии.
Еще одно отличие современного хлеба от хлеба наших предков – это условия выращивания и хранения зерна. В самом деле, где сейчас найти экологически чистые почвы, без удобрений, пестицидов и гербицидов? Кто сейчас сушит собранный урожай в снопах в Авине или Риге? Яма с печью без трубы. После чего молотит и веет на ветру, сушит на солнце для хранения. Сейчас все это автоматизировано в зернохранилищах, а зерно обрабатывается фунгицидами от плесневых грибков и всевозможными инсектицидами и дератизаторами от насекомых и грызунов. И лишь ничтожная доля его может называться органическим, да и то с большой натяжкой. Зерно худо-бедно вырастили, собрали, сохранили. Теперь можно и хлеб печь. Но и тут нас ждет разочарование. Современный хлеб отличается от бабушкиного и мукой, и дрожжами, и добавками, да и методикой выпекания. Начну с муки. Наши далекие, да и не очень далекие предки пекли свой хлеб дома, в печах, из муки грубого помола, чаще ржаной, и лишь по праздникам белой. Сегодня даже ржаная мука рафинированная, то есть из нее удаляются все балластные вещества, которые на самом деле и составляют ее основную ценность – биологически активный зерновой зародыш. Отруби – один из главных источников клетчатки для нашего кишечника, содержащий еще и витамины группы В и минеральные вещества. И остаются пустые калории в виде углеводов. Но и этого современной хлебопекарной промышленности мало. Все полезное удалили, но нужно еще, чтобы мука была красивой, тонкой и белой. Наши предки такую использовали пару раз в году – на Пасху для куличей и на Рождество. И то добивались мелким помолом и просеиванием. А вы в курсе, что выход такой муки составляет порядка 10 кг на 1 тонну зерна? Где же на всех набраться белых булок? Вот и придумали отбеливать муку хлором, двуокисью хлора и броматом калия. А потом уже после всех этих манипуляций улучшают ее витаминами. Например, синтетической фолиевой кислотой, которая повышает риск заболеваемости раком. В США, Канаде и совсем недавно Чили коэффициент заболеваемости колоректальным раком повысился после внедрения обязательного обогащения муки этим элементом. В некоторых странах уже запретили добавлять фолиевую кислоту в муку, например, в Норвегии. В отличие от синтетической фолиевой кислоты, фолаты из натуральных источников питания, особенно из зеленых овощей, защищают от рака кишечника и простаты. Теперь несколько слов о дрожжах. Наши предки пекли свой хлеб не на дрожжах и тем более не на разрыхлителях, а на своей домашней закваске, рецепты которой передавались из поколения в поколение. Закваски могли быть на основе хмеля, фруктов, кисломолочных продуктов, и это был еще один источник обогащения организма натуральными витаминами и минералами, ферментами и биостимуляторами. Сегодня хлеб пекут на термофильных дрожжах, для производства которых используется более 50 ингредиентов, большинство из которых далеко не пищевые продукты. Да, это позволяет ускорить процесс созревания теста и выпечки хлеба, значительно удешевляет его, но пользы нашему организму не несет точно. Термофильные дрожжи, сахаромицеты, используемые при выпечке хлеба в пивоварении и производстве спирта, очень стойкие и не разрушаются ни под действием высоких температур, ни в процессе переваривания продукта ЖКТ человека. В свою очередь, дрожжевые клетки вырабатывают ядовитые вещества, которые в силу своего малого размера и молекулярного веса распространяются по всему организму, отравляя и убивая его. Обычно дрожжевые грибки попадают в наш кишечник в небольшом количестве из разных продуктов, и здоровый организм с ними отлично справляется. Но в 1 квадратном сантиметре теста их содержится 120 миллионов. А вы помните, что температура их не убивает? И вот вся эта армада поступает в наш кишечник, микрофлора которого не в состоянии победить ее. Наша армия гибнет, и ее место занимают грибки, гнилостные бактерии. И начинается то, что врачи описывают расплывчатым диагнозом дисбактериоз. И опять хлеб остается вне подозрений. Как-нибудь внимательно прочитайте состав хлеба, который едите. Правда, если найдете. Не кажется ли вам странным, что большинство хлебобулочных изделий продается вообще без упаковки и этикеток,
прямо с лотков хлебобулочных комбинатов. Так вот, если вам удастся найти хлеб с этикеткой, не поленитесь, изучите. Много интересного откроете для себя. Наши предки для хлеба использовали муку, воду и закваску. В современном хлебе вы сможете найти помимо рафинированной муки соль, сахар, маргарин, дрожжи, а дальше простор фантазии пекарей неисчерпаем. Вот наиболее часто встречающиеся: пропионовая кислота и пропионат натрия Е280, Е281, консерванты, добавляемые в расфасованные хлеба, например, в тосты. В небольших количествах не вредны для здоровья, но частое потребление продуктов, содержащие их, может нанести и вред. Диацетат натрия Е262 – популярный консервант, продлевающий свежесть хлеба. Он используется в производстве так называемых тостов, относительно безвреден. Диоксид серы Е220 – сильный консервант, который предотвращает рост плесени. В высоких концентрациях может вызвать проблемы с пищеварением. Его следует избегать людям, страдающим от астмы и затруднений дыхания. Сорбиновая кислота и сорбаты Е200, Е203 – консервант, который добавляют в хлеб и прочие продукты. Он продлевает срок годности продукта. Относительно безвреден. L-аскорбиновая кислота Е300 – популярный витамин С, используется в качестве добавки к муке и делает хлеб, независимо от качества используемой муки, хорошо растущим. Лимонная кислота Е330 – синтетический сычужный фермент. Его добавляют вместо природного, как регулятор кислотности. Некоторые формы этого вещества могут вызвать аллергию. Фосфаты кальция Е339-34 – популярный регулятор кислотности хлеба, препятствует надлежащему поглощению кальция в организме. L-цистеин Е920 – усилитель, который улучшает структуру теста. Он фальсифицирует истинный состав и качество муки, используемой в производстве. Соевая мука – улучшитель, который позволяет добавить больше воды в хлеб. Тесто становится мягким, его объем увеличивается, но качество ухудшается. Эмульгаторы Е471, Е472, Е481, Е482 – улучшители природного и синтетического происхождения, задачей которых является улучшение консистенции теста и укрепление и ослабление его консистенции. Сегодня на прилавках магазинов можно встретить самый разный хлеб, от простого белого батона до ультрадорогих эко-буханок. Несмотря на то, что в классическом рецепте хлеба упоминается только мука, дрожжи, вода и душа пекаря, и в дорогом, и в самом дешевом хлебе регулярно находят опасные компоненты. Производители изменяют рецептуру хлеба в пользу более дешевых компонентов. Дорогую муку можно легко заменить на значительно более дешевую, и внешне булки практически не отличишь. И все благодаря многочисленным химикатам, которые можно использовать для приготовления выпечки. Какие опасные добавки можно обнаружить в хлебе? Бромат калия разрыхляет муку, придает пышность хлебу, провоцирует почечную недостаточность и повышает риск развития рака. Газообразный хлор отбеливает муку, вызывает Е-авитаминоз, риск развития диабета. Азодикарбонамид придает тесту эластичность, провоцирует развитие астмы. Кальций-пропионат предотвращает появление плесени, вызывает расстройство сна. Моно- и диглицериды жирных кислот заменяют натуральное масло, повышает калорийность хлеба и способствует ожирению. Маргарин содержит трассоизомеры жирных кислот, провоцирует атеросклероз, повышает риск инфарктов и инсультов. Дигидрофосфат натрия разрыхляет муку, провоцирует остеопороз. Для придания хлебу и другим изделиям пышности некоторые производители могут использовать бромат калия, он же добавка Е924. Такое вещество позволяет выпекать хлеб даже из муки самого низкого качества. Цена изделия с использованием этого компонента будет низкой, что не может не привлекать покупателя. Однако ученые, занимающиеся онкологическими исследованиями, обнаружили, что бромат калия влияет на развитие рака щитовидной железы
и вызывает почечную недостаточность. В результате этих исследований во многих странах мира запретили опасную добавку, но в России ее продолжают использовать. Еще одним опасным веществом, которое используют для отбеливания муки и придания тесту эластичности, является азодикарбонамид или пищевая добавка Е927. Это вещество способствует улучшению структурно-механических свойств теста. Хлеб получается пористый, воздушный, да и хранится долго. Не можете отказаться от хлеба? Можно печь самим, ведь сегодня выбор хлебопечек огромный, и не составляет никакого особого труда испечь своим домочадцам вкусный хлеб из натуральных продуктов – муки грубого помола, закваски и воды. Сегодня очень много рецептов безглютенового хлеба на закваске. Можете заменить хлеб на кукурузные лепешки, рисовые крекеры, льняные печеньки, макароны из киноа, смесь для безглютеновых блинов, рисовые спагетти и другие продукты. А лучше в принципе отказаться от большинства из них. Ведь любая выпечка, даже с суперполезными ингредиентами, это в большинстве своем пустые калории углеводов. Не готовы к этому? Тогда ищите цельнозерновой хлеб. Хлеб, выпекаемый по традиционным технологиям, с заквасками, или бездрожжевой хлеб, хлебцы и хлеб из пророщенного зерна. И будьте здоровы! Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.